Привет, дорогие друзья! Это вторая часть видео по ремонту вот этого блока питания, вот этого куска, извините за выражение, куска говна, по-другому его не назвать. Итак, в чем у нас проблема была? В первом видео у нас рассказано, как я чинил дежурный источник питания, мы полностью его восстановили, и у нас на выходе дежурного источника питания, пожалуйста, демонстрирую. Подключаем опять же только через лампу обязательно. Дежурка поднимается. И напряжение у нас на дежурке стабилизированное и вполне адекватное. Тут 5,1 вольта мы видим. Ни хрена мы не видим, а вот так мы видим, да? Вот. И теперь еще мы должны замерить напряжение питания шим контроллера. На шимке у нас на питание около 28 вольт. Это немало, это много, но в принципе для TL494 это нормально. Здесь используется микросхема К750, 7500. Так вот, почему я разделил этот ремонт на две части? Ну, потому что, во-первых, ремонт дежурки это вообще отдельная история, а ремонт самого блока питания это совсем тоже отдельная история. Дальше, что мы проверяем на блоке питания? У нас есть... Да, кстати, казалось бы, да, какого лешего, давайте запустим блок питания. Вот эта плата-помогалочка, через которую я запускаю блоки питания. Описание ее, смотрите, вон в правом верхнем углу. Нажимаю клавишу PS ON и запуска нет. То есть никакие индикаторы не загораются. Да и в принципе не могут загораться. Почему? А потому что первым делом, после того, как мы не получилось запустить блок питания, мы ищем разъем вот этот зелененький. Это сигнал называется PS ON. Для замера его мы используем простой мультиметр и смотрим, сколько на PS ON. На PS ON всего лишь практически 1 вольт. Это говорит нам о чем? Это говорит о том, что у нас проблема быстрее всего либо в обвязке, которая формирует PS ON сигнал. Отключим. А сигнал PS ON формируется у нас вот на этой плате с LM-кой. Но основное напряжение, которое приходит вот на эту плату, идет непосредственно с TL494. Так вот, казалось бы, в чем может быть проблема? Либо в TL, либо в обвязке. Ну, я бы сделал вывод такой, что быстрее всего проблема в TL. Почему именно в TL? Хотя на TL приходит, казалось бы, нормальное напряжение в 28 вольт. Но в чем проблема? У нас, когда мы ремонтировали дежурку, вот этот резистор, видите, синенький там, видите, да, вот этот синенький резистор, да, компоновка очень плотная, синенький вот этот резистор, это запитывал как раз шим-контроллер, вот, и он сгорел. Ну, сами понимаете, резисторы просто так не горят, соответственно, быстрее всего повреждена TL-ка. Давайте мы проверим TL-ку и сделаем заключение. Причина в ней или в обвязке, Итак, мы померили напряжение, питание, у нас все в норме. Включаем блок питания и замеряем. На 14 ноге должно быть плюс 5 вольт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть это вот эта нога. И здесь, смотрите, напряжение не 5 вольт, а 0,9 вольта. Ну, формально 1 вольт. А на нашем сигнале PS ON как раз 1 вольт также. То есть у нас высока вероятность, что неисправен шим-контроллер. Еще можно косвенные такие, как бы сказать, сделать замеры на 5-й ноге, проверить частоту генератора. То есть там примерно должно быть 1,5-3 вольта. Так, 5-я нога. 1, 2, 3, 4, 5. На 5-й ноге мы видим вообще ничтожно маленькое напряжение, а значит у нас
ничего здесь формально и нету. То есть все-таки приходим к выводу, что ТЛ-ка неисправна и ее надо как минимум поменять. Может быть, это, конечно, будет и ошибочное мнение, потому что еще, по идее, надо было обзвонить все полупроводниковые элементы. Но что-то мне подсказывает, горелый резистор как раз нам и унес ТЛ-ку. Кстати, ТЛ-ка, сейчас мы обесточим, в режиме сопротивления имеет сопротивление около, ну, в принципе, неплохо, 2,2 килоома. То есть, по идее, по сопротивлению здесь, в принципе, норм. То есть, претензий здесь я не вижу. Ну да, 2,2 килоома. Это нормально. Но все равно я склоняюсь к тому, что вышел из строя шим-контроллер, и его надо заменить. Да, еще по уму обязательно надо проверить все диоды. Вот эти стекляшки, по идее, их лучше прозвонить. Это займет немного времени, но мы сразу откинем все, как говорится, нехорошие вопросы. Не ленитесь, прибор у вас есть, уж мультиметр у всех под рукой, кто пытается сделать какие-то ремонты самостоятельно. Но вероятность того, что вышел какой-то диод там или стабилитрон, настолько низка. Нет, все окей. Кто-то там, наверное, уже увидел у меня конденсаторы вот эти вспученные, да, они не сильно видны, что вспученные, но видно. Но поверьте мне, сейчас до них еще рано идти. Нам прежде всего надо запустить ТЛ-ку, чтобы она хотя бы могла генерировать нам сигнал PS-ON, чтобы запускать ключи раскачки и запускать силовые ключи для перекачивания энергии, которая будет потом передаваться через вот этот силовой трансформатор, выпрямляться, и уже здесь будет сглаживаться. Поэтому до этих конденсаторов нам еще рано и далеко. Поэтому нам надо выпаять вот эту шимку, и желательно сюда, наверное, поставить новую, и будет какой-то результат. Выпаивать я буду специально паяльником, хотя можно дунуть и в принципе феном, но буду своим любимым олово, как говорится, отсосом пользоваться. Так, по всей видимости, первая ножка вот. Так, олово мы убрали. Идеально, конечно, она не выскочит, потому что надо было разбавлять хорошим свеженьким оловом. Но думаю... вот двигается, отлично. Так, не могу подлезть. Надо чем-нибудь ее подковырнуть. Щупом, конечно, не стоит. Щуп может повредиться. Но мы, как всегда, используем все подручные инструменты. Вот и все. То есть мы извлекли микросхему, смотрим установку ее, то есть совпадает. Значит, будем также впаивать. Вот все элементарно. Без какой-либо паяльной станции, паяльником, но оловоотсосом. Можете, в принципе, оплеточкой выпаивать, но я ее терпеть не могу. Если вы новичок такой же, как я, да, желательно поставить вот такую колодочку и запаять ее. Я инсталлировал колодочку, и теперь мы ее быстренько сейчас запаяем. Запаивать такие вещи элементарно. Как всегда, нам пригодится наша любимая каина. И каждый контактик легко опаиваем. Все, запайку мы произвели
как говорится, в полном объеме. Колодочка у нас готова. Вот такая есть у меня ТЛ-ка 494 SN. Я думаю, она нам сослужит хорошую службу. Устанавливаем ее в колодку. Все покупаю с Китая, поэтому я и впаял колодку, чтобы, если вдруг не заработает, я мог легко заменить данную деталь. Так, все, вот мы вставили, сейчас будем подключать, проверять. Давайте же проверим. Включаем. Лампа моргнула. Потребление, кстати, чуть понизилось. Стало 5,3 ватта. Замеряем теперь снова напряжение на ТЛ-ку, сколько приходит. Так, чуть понизилось, 27,56, но это ерунда. И смотрим напряжение 5 вольт на 14 ноге. О, 4,5 вольта. Ну, я думаю, это нормально. Теперь замеряем напряжение на... Раз, два, три, четыре, пятой ноге. 1,5 вольта. Ну, это уже что-то. То есть опорный генератор что-то там генерит. Отлично. И теперь мы проверяем PS-ON. PS-ONчик наш любимый. Замеряем. А вот и PS-ON подкатил к нам. 4,4 вольта. Поднялся PS-ONчик. Замечательно. Ну что, пришло время запускать блок питания. Попробуем его запустить. Подключил плату-помогалочку и пробуем запускать. Обязательно через лампу, потому что я не знаю, как будет работать ключи раскачки и как они себя поведут. Но вот пробуем запускать. И нифига. То есть никакого эффекта нет. Даже попытки нет. Ну ладно, хорошо. Тогда, значит, будем проверять, есть ли сигналы на ТЛ-ке. Тема интересней. Итак, у нас задача проверить, генерит ли сигналы шимка. Итак, мы становимся... Я покажу только одно плечо, на которое буду проверять напряжение, импульсы. На вот эту ногу. Получается, это 8-я нога у микросхемы TL494. Итак, запускаем PS-ON, кладем на землю. Видим, да? То есть TL-ка нам генерит импульсы. То есть у нас проблем с TL-кой нету. Вот, пожалуйста, красивенькие, в принципе, импульсы. И они уходят на ключи раскачки. Казалось бы, в чем проблема? ТЛ-ку заменили, PS-ON появился, сигналы генерит ТЛ-ка. Надо дальше разбираться. А разбираться дальше нам надо посмотреть на транзисторах раскачки, на маленьких транзисторах, что там творится. Я подумал, и лучше, думаю, привязаться к схеме. Так, мы проверили вот здесь импульсы. И ТЛ-ка генерит импульсы. На противоположной ноге C2 также генерятся импульсы. И по этим сигнальным линиям мы идем и упираемся вот в эти два транзистора раскачки маленьких. То есть нам надо будет вот здесь замерить, а приходят ли импульсы через вот эти транзисторы сюда. Если сюда импульсы приходят, то уже мы будем разбираться в горячей части. Тут все проще будет. Поэтому меряем здесь осциллограмму. Что, мужички-сибирячки, продолжаем испытание. Значит, мы промеряем теперь импульсы на согласующем трансформаторе, только со стороны холодной части. Значит, я подпаялся минусом, показываю куда, чтобы было больше вопросов у вас. Минусом подпаялся вот к этой центральной точке. Замеры будем производить на этой точке и на этой. Они, в принципе, одинаковые. Видите, да? Вот два ключа раскачки. То есть мы проверяем, как все здесь раскачивается. Сюда доходит или не доходит. Если сюда все доходит, значит все, со стороны нашей ТЛ-ки вот этот контур полностью исправен. И мы будем лезть уже непосредственно в горячую часть. Замеряю вот здесь
импульсы. Видите, согласующий трансформатор я подпаялся к центральному выводу, минус подключил, а сейчас буду вот в этих двух точках, вот в этой точке и вот в этой точке мерить, какие будут импульсы. Я, понятное дело, все буду делать вот так. Все делаем в таком вот положении. Ну, нет у меня качественного стола, так сказать. Показометром пользоваться тяжело тоже. Ну и как бы это холодная часть, поэтому можем сюда руку положить. Так, наша задача поставить щуп. Одной рукой щуп поставить, другой рукой нажать на PS on. О, видите, да? Так, отожимаем PS on. Смотрите, это у нас на одном плече трансформатора вот такие импульсы. Кто вам такой покажет? Ну, только домовой может показать такое. Нигде вы больше не увидите. Так, и на противоположной стороне трансформатора смотрим, что происходит. Запускаем, отпускаем. И здесь красивенькие, смотрите, чудесные импульсы. Ну, просто к ним претензий быть не может. Вот смотрите, какая красота. Вот эта красота через развязывающий трансформатор уходит в горячую часть. Ну что, проблема у нас явно теперь понятна. Только в горячей части со стороны силовых ключей. Что, будем разбираться с горячей частью? Ну, тут все проще. Итак, обмерили мы всю часть низковольтную, да? И у нас импульсы идут отсюда, все отлично, тип-топ. И у нас проблема в горячей части. Ну, и у меня даже мысль не закрадывалась, в чем проблема может быть здесь. Предохранитель целый предохранитель. Вот что меня смутило сразу. Я даже про горячую часть, именно именно перекачки энергии, даже и не подумал, что тут может быть такого неправильного. А здесь вот какая штука-то. Вот он ключ, первый ключ и второй ключ. Давайте мы замерим сопротивление на этих ключах и примем решение, одинаковые ли ключи и все ли у них в порядке. А здесь бабац и короткая на ключе. Проверяем второй ключ. Тут у нас вроде ничего. Вроде нормально. То есть у нас вот этот ключ в коротком. Вот это ничего себе. Нежданчик. Вот чего-чего, а этого я не ожидал. И причем предохранитель остался целый. Вот предохранитель у нас, он целый. Дежурку-то мы запустили, все окей. Я думал, только сгорела дежурка, потянула за собой шим-контроллер. Ну и планировал, что, возможно, выйдут вот эти ключи, раскачки, да, которые передают сигналы на силовые транзисторы. Но нет, у нас только шим-контроллер выгорел. А здесь сигналы доходят вот до этого трансформатора. Ну и а здесь у нас не запускается из-за того, что ключ в коротком. Вот такая вот история. Значит, выпаиваем вот этот радиатор. Или не выпаиваем радиатор, в принципе, мы выпаиваем банки и выкручиваем ключи. В принципе, они будут доступны нам. Проще банки выпаять. Ключики у нас тут E13007. Ну, обычные биполярнички. Проблем с этим не должно быть. Сейчас выпаиваю ключи и опять прозваниваем всю обвязку горячую. Ключики. Это быстрее всего живой ключик, как и звонился.
А этот ключик у нас пробитый. Так, сорян. Оп, 0 Ом. То есть он в коротком. Замечательно. Теперь проверяем обвязку. Обязательно проверяем всю обвязку силовых ключей. Прозваниваем вот эти два диода. С этой стороны платы лучше это делать. Так, один диод, вот он. Ага, целый. Второй диод, вот он. Замечательно, целые диоды. Вот эти диоды целые. Так, теперь нам необходимо замерить вот этот резистор и вот этот резистор. Обязательно все резисторы надо обзвонить. Так, давайте на сопротивление перейдем. Он где-то тут 2,5 килоома. 2,6 даже, 2,7. И второй резистор тоже 2,68. Обязательно эти два резистора, они должны быть одинаковые. И еще в базах стоят вот эти низкоомные два резистора. Вот раз резистор, вот два резистора. Да-да, тесно, нифига не видно. Да, вот такой блок питания. И обязательно обратить внимание надо будет на диоды, но быстрее всего они целые. Так, резисторы замеряю я. Неудобно. Один сюда еще кидаю, другой сюда. И по мультиметру мы видим сопротивление 40 Ом. Замечательно. И второй диод. Вот этот спрятался тоже. Неудобно. Тоже 40 Ом. То есть, в принципе, обвязка вся целая. У нас подгорел только один транзистор. Ну что, меняем транзистор. Подбираю два транзистора, чтобы были одинаковые. Так, транзисторы я взял 13009. И чтобы долго не мучиться, мы их сразу на тестере проверим. Отлично. Рабочий. Коэффициент усиления 19. Отлично. И этот 20. Ну, вполне, я считаю, нормальные биполярники свою функцию будут выполнять на изи. Так, все это дело прикручиваем. Ну и коль у нас выпаяны силовые банки, давайте их проверим, в каком они состоянии. Баночки наши на 200 вольт. Вполне отличное состояние баночек. Ну, понятно, что емкость маленькая, но они изначально были такие. А так вполне банки отличные. Так, я поменял ключи, поставил обратно банки. Обязательно проверяйте полярность банок, чтобы совпадало, иначе рванут, дай боже. Ну что, теперь через лампу пробуем запускать. Ну что, смотрим, сколько потребления. Угу. Хорошо. Потребление 8 Вт. Пробуем запускать. Ну что, это чудесно. Все индикаторы горят. Вентилятор вентилирует. Это победа над врагом. Безупречно! Есть! Супер! Как видим, все четкие индикаторы. Значит, все в порядке. Давайте проверим напряжение. Несмотря на то, что у нас спущены конденсаторы на выходе всех напряжений, у нас работает нормально, вентилятор вращается, Power Good поднялся, и напряжение по 12-вольтовой линии 12 вольт, по 5-вольтовой дежурке 5,1, по 5-вольтовой линии 5,2, по 3,3 вольтам 5,5 вольт. У нас проблема еще вот в этих конденсаторах. Давайте проверим пульсации.
Так, и быстренько я решил замерить такой экспресс-тест на неисправность конденсаторов, то есть на пульсации. И в принципе, я бы не сказал, что прям большие пульсации. Вот на линии 3,3 вольта. Ну, опять же, у меня не нагруженная линия. Ну, тут небольшие пульсации. Ну, что там? Около 20 милливольт, ни о чем. А вот на 5-вольтовой линии, смотрите, огромные пульсации вот лезут, да? 600 милливольт практически. И это действительно косяк. Так, по 5-вольтовой линии это дежурка. У нас тут до 100 милливольт, но она вот такая шумная. И 12-вольтовая линия. Вполне, ну, понятно, все линии не нагружены, поэтому тут пульсации сильно мы не увидим. Но вполне и так не дурно. То есть вот тут до 50 милливольт. То есть у нас проблема с 5-вольтовой дежуркой. Ой, с 5-вольтовой линией. Видим большие пульсации. Полвольта. Поэтому конденсатор на 5-вольтовой линии обязательно надо заменить. Делая визуальную инспекцию, вижу, что вот этот взлетел конденсатор, вот этот взлетел, вот этот взлетел, вот этот взлетел, а вот этот целый остался как раз по 12-вольтовой линии. Остальные конденсаторы желательно поменять. Итак, литики мы поменяли все выходные. И давайте теперь оценим, насколько изменились пульсации. Дежурочка у нас, как видим, пульсации 100 милливольт. Кстати, у дежурки нету дросселя, помехоподавляющего на выходе. Поэтому вот такая вот печальная дежурка у нас. Сэкономили, как говорится, во всем. Вот, видите, по какие большие пульсации. Кто желает посмотреть, что делают дросселя, как они помогают в фильтрации пульсаций, смотрите вот видео в правом верхнем углу. Так, запускаем блок. Запустили блок и видим, пульсации такие же, в принципе, даже чуть-чуть понизились. Вот, перемещаемся на линию 12 вольт. Смотрим здесь, какие пульсации. Здесь, в принципе, не такие большие пульсации. 30 милливольт. 5,5 у нас была линия, сильно большие пульсации были. Проверяем на линии 5,5 вольт. Вот, мы заменили все конденсаторы и видим по линии 5,5 вольт, в принципе, отличные 20 милливольт. Линия 3,3 вольта. Здесь тоже, в принципе, неплохие пульсации, но, опять же, это все на холостом ходу. Так, и минус 12-вольтовая линия у нас вот тут есть. Клемка минус 12-вольтовой линии. Смотрим здесь, какие пульсации. Ну, тут тоже, в принципе, отличная пульсация. Но, опять же, это все на холостом ходу. Нагрузить этот блок можно, но я не стал нагружать. Почему? Потому что мой блок питания, нагрузочный мой блок питания, должен подключаться разъем 4 пин ЦПУ, а здесь его нет просто физически. Поэтому на этом я заканчиваю испытание данного блока. Блок работает и пойдет дальше на переделочку. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии внизу. Все комплектующие, какие я использую, чем пользуюсь, смотрите под видео. На этом у меня все. Всем крепкого здоровья, отличных ремонтов и успехов. Пока-пока. До новых встреч.